Всем привет! Привет, друзья! Сегодня будем готовить блюдо, которым нас кормили в детстве наши мамы и бабушки. А мы потом это перенесли для своих детей. Да, и это блюдо готовилось у нас в доме гораздо чаще, чем традиционные там плов, долма и другие там национальные блюда. Потому что как только появлялось мясо, а эти овощи настолько простые всегда были в доме, что тут же готовилось это мясное жаркое. Мы и сегодня будем готовить из килограмма телятины самые обычные овощи: лук, морковка, картофель, сладкий перец, немножко зелени, помидоры и самые простые специи: лавровый лист, куркума, паприка, ну и соль, перец, естественно. Так что смотрите и запоминайте. Вам это пригодится. Поехали! Сначала нарезаем мясо. Нарезаем его на такие небольшие куски. Вот примерно такого размера нужны кусочки для нашего жаркого. Сначала разогреваем сотейник. Как только сотейник нагрелся, выкладываем в него мясо нарезанное. Пока мясо тушится, нарезаем лук. Его будем резать полукольцами. Мясо дало влагу, нам надо, чтобы эта вся влага выпарилась и мясо слегка обжарилось. После этого добавляем ложку топленого масла, выкладываем лук и все перемешиваем. Уменьшаем огонь и закрываем крышкой. А пока займемся другими овощами. Морковку будем резать вот такими круглыми тонкими кусочками. Картофель у нас небольшой, поэтому мы его разрежем просто на 4 части. Болгарский перец порежем кубиками. Берем вначале семечки и все перегородки. Все, овощи мы подготовили. После того, как мясо с луком хорошенько потушилось, мы добавляем все остальные овощи: морковку, болгарский перец, картошку. Все это перемешиваем. Какая красота! Яркие краски. Наливаем пол-литра горячей воды. Мясо и овощи не должны плавать в воде. Вода должна быть на уровне верхнего слоя. По чайной ложке добавляем соли, куркумы, паприки, пол чайной ложки черного молотого перца и лавровый лист. И все еще раз перемешиваем. Закрываем крышку и даем овощам и мясу томиться на маленьком огоньке еще минут 30-40. А пока очистим помидоры от шкурок. Для этого делаем на них вот такие крестообразные надрезы, не очень глубокие. Переложим их в миску и зальем кипятком. Дадим помидорчикам постоять минут 5, после чего шкурка легко снимается. И нарезаем помидорчики такими ломтиками.
Нарежем зелень. Здесь у нас немного укропа, кинза и петрушка. Прошло 30 минут, и мы добавляем в наше жаркое помидоры, зелень. Все как следует перемешаем и дадим еще 10 минут, чтобы помидоры и зелень тоже придали вкус нашему жаркое. Все, жаркое готово, можно накрывать на стол. Присыпем свежей зеленью нарезанной и будем пробовать. Смотрите, какое получилось нежное, мягкое мясо, которое расходится на волокна. Да и картошка хоть сохранила форму, она мягчайшая. Из нее можно делать пюре. А теперь положи ко мне ложечку этого замечательного жаркого. Очередной вкус детства. Ну давай, положу-ка тебе, подвинь тарелочку. Вот, Так, пробуй. пробуем. Я тоже положу себе попробовать. Мясо Что приготовилось. скажешь? Супер. Вообще жевать не надо. Нежность. Да? Настоящий вкус детства. Как же мы это в детстве любили. Это правда. И эти вкусовые ощущения прошло столько лет, остались. Замечательное овощное жаркое с мясом. Поэтому, друзья, когда вам лень что-то такое готовить, мудреное, кусок есть мясо, морковка, картошка, есть там перчик, нет, все вот это раз, тыц-пыц, И готово. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал. На нем вы увидите еще много-много всего интересного. Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии и делиться своими рецептами. А главное, друзья, никогда, ни при каких обстоятельствах не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих дорогих и любимых потрясающей вкусной едой. Ну, про лайки не забывайте. До новых встреч! Пока!